Вам приходилось лечиться девисилом? Рассказать, как помогает это растение? Смотрите видео до конца и узнаете, в каких случаях используется девисил, растение, дающее 9 сил. Девисил – довольно распространенное растение, цветки которого напоминают маленькие подсолнухи. Далекие предки брали с собой в походы корень этого цветущего растения. Он служил оберегом и считалось, что приносит удачу, а также использовался как приворотное зелье. Кроме магических свойств, девисил обладает и лечебной силой. Это высокого роста травянистое многолетнее растение из семейства астровых. Какими свойствами обладает девисил? Для лечебных целей используются корни, которые в своем составе содержат инулин, эфирные масла, сапонины, минералы, фосфор, калий, цинк и другие, витамины, никотиновую и аскорбиновую кислоты, клетчатку. Растение девисил, то есть дающее 9 сил. Давайте разбираться в полезных свойствах корневища маленького подсолнуха. Активно помогает при респираторных заболеваниях, поскольку обладает противовирусным и антибактериальным действием, очищает бронхи, выводит мокроту, то есть является противовоспалительным и отхаркивающим средством. Применяется при лечении ОРВИ, пневмонии и бронхита. Стабилизирует обмен веществ, стимулирует метаболизм, ускоряет биохимические реакции, что способствует быстрой регенерации тканей, приводит к омолаживанию клеток, замедляет старение. Противостоит не только бактериям и вирусам, но и кишечным паразитам. Используется как глистогонное средство при аскаридозе, поражении аскаридами, круглыми паразитирующими в организме человека червями. Помогает при холецистите, воспалении желчного пузыря, снимает болевые ощущения, поскольку стимулирует выделение и разжижение желчи, уменьшает спазм. Если возникают кишечные расстройства, то девисил уменьшит секрецию слизистой кишечника, остановит диарею. Обладает легким мочегонным эффектом, поможет при появлении подкожных отеков, выведет избыточную жидкость, промоет почки, тем самым удалит токсины. Наружно настой или отвар девисила применяется с противогрибковой целью, помогает избавиться от поражений на коже и ногтях, убережет пораженный грибками эпидермис. Если промывать отваром раны, полоскать горло при ангине, то выздоровление произойдет гораздо быстрее, а открытые раны не будут гноиться и скоро закроются. Также положительные свойства отмечаются на течении женского цикла, помогает справиться с гормональными дисфункциями, уменьшить симптомы и проявления климакса. Разнообразные возможности растения позволяют использовать его при различных воспалениях и нарушениях обмена веществ для стимуляции отхождения слизи и очищения, снятия спазмов внутренних органов и регенерации тканей. Как приготовить лечебное средство? Для того, чтобы ощутить лечебное воздействие девисила, надо залить столовую ложку измельченных корней стаканом горячей воды. Полученную смесь довести до кипения и варить 30 минут, потом охладить и процедить, отжимая остатки вареных корней. Концентрат разбавить кипяченой водой до 200 мл. Применять за 40 минут до еды 3 раза в день. Длительность курса определяется заболеванием. Такой же отвар следует использовать и для наружных целей – промывать раны, устранять грибковые поражения. Есть ли противопоказания? Не следует использовать лекарственные растения в следующих случаях. Во время беременности и кормления грудью, детям младшего возраста, при наличии аллергии к данному растению, в случае наличия почечной недостаточности. Девисил по праву носит свое название, имеет достаточные возможности помогать организму человека устранять патологические состояния. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!